Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своем канале Золотая Стружка. И хотел поделиться сегодня некоторыми столярными хитростями. А именно, как соединить два куска дерева на шуруп так, чтобы этого не было видно, либо чтобы это было видно, но выдать это за какой-то элемент дизайна. Я для начала покажу просто один из своих кофейных столиков, который я когда-то делал давно. И вот, скажем, вот это соединение, которое закрыто, винты, которые закрыты сверху пробочками декоративными. То есть так даже и не поймешь, что это такое. Место такое тяжелое, каким-то другим образом соединить, потому что столик треугольный. И это было очень удачное и прочное решение. Хочу сразу сказать, что это была моя идея, еще до того, как я знал, что Самолов так делал. Мы независимо друг от друга пришли к такому простому решению. Может, потому что мы оба. Ну вот, как это делал Самолов. В принципе, со всей своей мебелью, но в частности, со своим известным стулом-качалкой. Один из которых стоит сейчас в Белом доме. И каждый такой стул сейчас стоит где-то около $500 000. То есть, который был подписан рукой мастера. Ну вот и само кресло. Как вы видите, здесь имеется масса соединений на винты. Вот два. Потом вот 3 здесь. 2 здесь. То есть, как минимум, в этом кресле находится 4, 8, плюс 6, 14 винтов. Ну вот, если мы напечатаем Самолов мебель, то у нас в Google картинках выскочит огромное количество различных проектов Сэма. И вы видите, что они очень нетрадиционно смотрятся, но если посмотреть еще ближе, то вы увидите, что и соединения, и методики были использованы также нетрадиционные. И вот одна из таких методик, это и являются вот эти вот замаскированные винты, которые он закрывает такими черными пробочками эбонитовыми, и как выдает за часть дизайна. На самом деле внутри там находится длинный шуруп, и он исполняет свою функцию очень хорошо, потому что в твердом дереве шуруп держит два куска твердого дерева экстремально крепко. И для таких вот вещей, как стулья, это очень хорошая технология, потому что испытываются большие нагрузки на каждый сустав, и со временем оно не будет ни расшатываться, ни расклеиваться, ни влажность на это не влияет. И красиво смотрятся эти пробочки тоже. То есть вот на столе даже вы видите тоже. Практически во многих его изделиях вы находите такие какие-то нетрадиционные подходы. И поэтому хотел просто поделиться и сказать, что не надо бояться каких-то нетрадиционных решений снаружи квадрата. Иногда эти решения работают значительно лучше, чем более традиционные решения, скажем так. Ну и давайте, наверное, начнем с такого вот небольшого секрета столярного, который скрытый винт, скажем так. То есть, если вот у вас там сломался стул или какая-то мебель, и вы хотите просто закрутить винтом, то не спешите, можно это сделать очень аккуратно. То есть, берем простой утюг, сначала немножко сверху распариваем, как бы делаем дерево мягеньким, чтобы там скол было сложнее, чтобы оно не так кололось сильно. У меня тут специальный такой для инкрустирования, но простой утюг точно так же будет работать. Потом берем или какую-то стамесочку, или долото, и вот таким вот поверхностно такой нарезаем, такой как скол, поднимаем ее аккуратно, и у нас получается там место, куда можно будет крутить. Ну, теперь мы просто просверлим отверстие там. Сразу сделаю две. У нас получилось нечто такое. Я здесь посверлил две дырочки. Одну, скажем, взял для простого шурупа, а другого для такой шурупа с маленькой головкой, потому что здесь все-таки щепочка была потоньше. Поэтому возьмем просто вот прикрутим, скажем, эту брусочек к блоку дерева. Так. Ну и более тоненький головку. Теперь попробуем это все склеить. Можно немножко опять их помочить там, чтобы оно чуточку легче село, чтобы не поломалось, потому что слом на поперечной древесине он сразу, конечно, будет более заметен.
Плюс он подымет там немножко. Когда делаешь, это тоже один из секретов, когда какая-то царапина или удар произошел каким-то тупым острым предметом на древесину, то вот таким образом можно ее выровнять обратно. Вот я вам покажу сейчас такие, допустим, тоже попутно просто она немножко приподнимает, вода не полностью, но она немножечко уменьшит эти повреждения. Они как бы немножко вспухнут обратно. Так, ну вот смотрите теперь, что у нас вышло. И попробуем сейчас немножко туда клея добавить и заклеим. Так. Немножко уже. Сверху можно положить даже немножко восковой бумаги. Если какой-то там пленки какой-то. Таким образом. И просто взять это. Давайте это возьмем все в тиски. Вот немножко поговорим о других методах. Значит, следующий метод, это будет, его можно делать не обязательно, имея вот такой вот набор, но этот набор, конечно, немножко облегчит. Что здесь уже сразу идут и фрезы для нарезания пробочек, и сразу идут уже сверла для прорези и под шляпку, и под винт. Но опять же, повторюсь, это вовсе не обязательно. Главное иметь фрезы, которые нарезают пробочки. Ну и соответствующие сверла. Покажу вот и другая. Такие наборы, вот если можно взять простую, скажем, полдюймовое сверло, фостнеровское, и такой вот можно пробканализатель. Просто в силу того, что у меня уже тут есть как бы вот этот набор, то мы можем его, этот набор просто в один этап можно сразу вырезать отверстие и вот это место, куда пойдет пробочка. То есть, ну, давайте попробуем, как оно пойдет. У нас получилось отверстие, и я просто отрезал полудюймовые пробочки до этого. Вот они, даже не этим пробканализателем, а вот именно вот этим, который я сейчас вам показываю. То есть тут нету разницы. Либо мы можем вырезать пробочку прямо из этого же дерева, чтобы замаскировать. Ну давайте сделаем две, чтобы одна будет у нас замаскированная, другая как бы декоративная, немножко с контрастным деревом. Давайте сейчас закрутим. Я закручу эти винтики, скажем так, как будто мы прикручиваем один кусок дерева к другому. И потом мы их заклеим пробочками. Посмотрим, как оно будет смотреться. Так. Значит, у нас есть пробочка, выпиленная вот отсюда, из вишни, и отсюда. Немножко намажем клеем их белым. В данном случае я вторую. Так. Ну и также вот я хотел показать косые соединения косые шурупы, которые сверху закрыты пробочками. Тоже вы видите, их практически не видно. То есть вот они видны, я там даже не закрывал их. И здесь они просто закрыты пробочками, и даже какую-то несут декоративную такую, в общем-то, нагрузку. И я даже видел проекты, в которых такие вот эти овальные пробочки с другого дерева использовались как какая-то декоративная деталь, там какие-то лавочки, что-то в этом роде. Вот я немножко подержал в зажимах, это, как вы видите, такой небольшой, как бы, в данном случае я там пока снимал, там небольшая такого щепочка не заметил, если бы я не снимал, то я бы заметил, потом я вклеил, и вообще тоже ничего бы не было видно. Ну, как вы видите, вот эти вот линии, они даже как бы сливаются абсолютно. Ну и первый наш эксперимент, то там, где мы сделали, как вы видите, едва заметная пробочка, которая сливается с этой поверхностью. Причем, заметьте, что волокна направляешь те же, в том направлении, в котором и волокна идут там.
для того, чтобы она еще меньше была заметна. Ну, а когда делаешь какой-то контрастный, то наоборот, можно даже повернуть и развернуть. Или... То есть, ну вот, если мы немножко добавим масла, то она даже что-то может какой-то, видите, какой как дизайн. Такой точечка это. Ну вот, примерно такие методики. Сейчас я немножко еще покажу то, что в моем применении, как я соединял вот этот барный стул. В нем имеется 4 шурупа. Каждая, причем как соединялась, вот если вы вот видите, может быть здесь 2 слоя. То есть шуруп был сначала закручен внутрь, а потом сверху наклеено еще как бы пласт вишни. И как бы он закрывает этот шуруп внутри, как бы его. И потом это все скульптурировалось. То есть по большому счету здесь 4 шурупа замурованные внутрь этой конструкции. И она уже крайне крепкая конструкция. У меня там есть отдельное видео про этот стул. И вот, как я уже показывал, на этом столике треугольном, эти пробочки, они несут как бы даже какую-то, как бы, видите, как здесь я тоже пустил такие кругленькие, тоже кругляшочки, но они уже, конечно, никаких там винтов нет, они просто как декоративные. И получается такие вот нетрадиционные соединения и результаты. Ну вот пошло к концу это видео про некоторые столярные хитрости. Надеюсь, что вы что-то для себя почерпнули, что-то где-то, может быть, сможете применить и сделать прочно и красиво. Спасибо за внимание. До свидания.